Закончился такой целый этап противостояния с Карповым в 87 году. Закончилась эпопея. Эпопея, да, эпоха, Да. даже я бы сказал. Такой для меня был не только спортивный результат, но еще и политический результат, потому что, конечно, все в стране, конечно, менялось, но там в случае неудачи в Севилье могли последовать оргвыводы из-за книжки Child of Change и там текстов, которые все равно еще не соответствовали уровню гласности допустимому в стране. То есть всегда на пару шагов впереди процесса. И начинается уже как бы нормальная шахматная жизнь. Я вообще очень доволен был, потому что можно готовиться к партиям было с другими шахматистами. Да, можно, да, совершенно такое ощущение, что вообще можно там, поиграть в шахматы теперь. Там. Ну, я чуть-чуть играл как бы и с другими, но в целом все равно все эти годы как бы, матчи с Карповым, они как бы занимали почти все внимание и подготовки. А с другой стороны, это был такой вызов новый, потому что уже как бы все настроено там на Карпова, на матчевую игру, а теперь надо переходить к турнирам. Поэтому Никитин очень опасался вот этих все-таки очень сильные составы. Надо выигрывать же. Просто играть, надо же выигрывать. А мой первый турнир в 88 году был не Кубок мира, а в Амстердаме был турнир. Тоже Бесселев решил организовать. Такая забытая, старая форма была. 4 человека в 4 круга. Не спешат. Естественно, мы с Карповым, Тимон, ну и добавили до кучи Вандервиля, своего голландца. 12 туров. Ну, а там, честно, набрал +6. Выиграл Тимона +1, +2 у Карпова и +3 у Это Вандервиля. был классический турнир, да? Нет, классический турнир. Вот. Мы там с Никитиным были вдвоем. Играл я там с удовольствием. Ну, немножко раскачивался, но с Вандервилем было совсем легко. С Карповым там были 4 партии очень напряженные. 2 Грюнфельда было черными, я 2 ничьи сделал. Очень содержательная борьба была. Ничего он не мог реально сделать. Карпов там какие-то там идеи применял новые, но я ситуацию контролировал. А белыми было 2 каракана. Значит, один из них там играл я очень лихо. Что-то жертвовал. Там такая была позиция безумная. Ну, в итоге, естественно, позиция была проигранная, но в шахматы же еще фактор времени есть. И Карпов просрочил время. Не справился с проблемами. Началось. У него тогда вот как раз это началось, да, что он стал... Да, но... Не просто в цейтноте. Но проблемы со мной были постоянно, потому что все-таки напряженные шахматы были. Ну, все-таки не всегда удавалось решать проблемы без кардинальной потери времени. Ну, правда, в цейтнотах надо сказать, что он играл все равно блестяще. У него способность сохранялась очень долго. Я даже помню, в 2000, когда в первом году, да, в Линаросе, он там играл, последний тут с Леко играл. И там какая-то позиция очень опасная, какой-то цейтнот там, и там времени там уже почти ничего не осталось. Ну, там нашел какую-то серию ходов, так интуитивно делал, там Леко там в ужасе, что там. Не, ну у него рука все-таки чемпионская. То есть... Ну, он и в цейтноте вот собирался. И, надо сказать, что в цейтнотах он там в матчах со мной набрал очков, потому что я начинал дергаться иногда. Но были партии, когда просто не хватало времени. Вот восьмая в Лондоне партия. Мы никак не смотрели ее, но очень содержательная партия. И он там потом просрочил время же на 31-м ходу. Да, немыслимо. Ну, да. Проблем много. Я в Амстердаме просрочил где-то ближе к 40-му ходу времени. С Тимоном у меня какая-то проблема была черная, потом я у него выиграл в 3-м туре белую партию. Значит, и реально к 4-му кругу уже там все было ясно. Поэтому партия, которую мы с Карповым играли, с Тимоном играл в последнем туре, да, 12. Значит, Карпов в 11-м туре. Уже было ясно, я этот турнир уже выиграл, там оторвался. Был тоже каракан. Я получил такой маленький такой плюс, а потом начал развивать его. И главное, что конструкция, она по партии, ну, завершающей части, она сильно напоминала 24-ю партию в Севилье. Просто вот тоже слом против коня остался, и просто такая же, ну, похожая доминация. Разуваев посмотрел, сказал, да, ну, это интересно. Говорит, ну, Каспаров стал уже обыгрывать Карпова регулярно, ну, чтобы в таком похожем стиле. Да, получилась хорошая партия, такая позиционная, очень такая чистая. Это не похоже, вот эта партия с Карповым и
партия, которую я выиграл у Хюбнера, вот можно их просто поставить даже. Вот, Ага. в 86 году во втором круге в Брюсселе. Мгм. Тоже там возникает позиция, там она симметричная, потом пешки центральные исчезают, белый держит инициативу, потом слона на e6 черного они забирают конем, пешка черная переходит на e6 слабая, белый слон против коня, а дальше начинается игра. И в той партии с Хюбнером и Скарповым, то есть мне удалось расшатать. То есть черный надеется удержаться, там, коня на f8 держит, пешку держит на e6, но мы вот где-то напрашиваются аналогии с 24-й партией. Все вели. Выиграл турнир плюс 6. Как бы, вот, хороший старт такой был. А потом первый турнир Кубка мира уже. В Бельфоре во Франции. Для меня это был первый турнир, Карпова второй турнир. Он первый выиграл в Брюсселе. Там было 16 человек, 16 игроков. По как бы запросам организаторов, или, как мы сказали, по просьбам трудящихся. Жеребьевка была не фиксированная, но как бы обязательное правило было, чтобы мы с Карповым играли ближе к концу, там, буквально в последних там, трех или 4 турах. Как-то, вот, какой-то, так надо было делать. И, в общем, получилось так, что мы играли в предпоследнем туре с Карповым. Он был 16-й номер, а я был 15-й номер. Потому что Карпов в первом туре играл с Соколовым, он проиграл. В последнем туре играл со Спасским. Обе партии играли черными. Значит, поэтому был 16 номер. Он первую и последнюю партию играл черными. А я был, соответственно, 15 номер, а поэтому мы играли в предпоследнем туре. Еще играл. Да, Борис Васильевич еще играл, да. Не так плохо сыграл, я смотрю. Да, Борис Васильевич играл. В первой половине турнирной таблицы. И начался турнир. Я в первом туре у Артура выиграл Юсупова. Как бы он там сам, правда, подставился черными. А потом я выиграл на Гейроса. Я почти увидел, на Гейроса. А потом были у меня ничьи. Причем такая вот, тяжело немножко игра шла. Да, с Рибли совсем такая бросая. Потом с Хюбнером ничья была. А потом мне кажется, еще у кого-то должен был выиграть. Почему? Да, у Тима, вот, я говорю, продолжали дуэли в Грюнфельде, потому что у нас в Амстердаме было. Я там маленькое усиление подготовил. Эйншпиль чуть лучше у меня. Эйншпиль был, но я его переиграл. Достаточно. Набирал форму. А потом я не выиграл Хертовсона. Это, в общем, у меня была там лишняя пешка, зато выигранная позиция, и зато у него не было времени. И тут я начал что-то там шлепать, знаешь, так вот так. Севнул что-то там по пешку. В общем, ужас был. Вперед вырвался Эльвест. Да. Да, просто Эльвест лидировал. И была ситуация, значит, Эльвис это уже как бы новое поколение, да? Да, Эльвест, там Вышел как бы тогда, вот да. за третье место конкурировали там как бы Салов и Эльвест. Вот. И Илюс хорошо играл. Вот. Новое поколение, как можно сказать, он-то старше меня на год, я почти уверен. Потому что, да, мы с ним играли дважды в молодежных первенствах. То есть на молодежных играх 77-го года играли. И на спартакиаде школьников 78-го года. Вот. Оба раза я, по-моему, выиграл. Черный глаз случайно выиграл, а белый потом как-то там безумно. То есть это не новое поколение. Ну, я с ним играл. Да я, в принципе, с Соколовым играл в 77 году на спартакиаде школьников тоже. Просто учитывая, что я уже перешел как бы в другую категорию, то есть, как бы, вот, если по возрасту это было мое поколение, но по времени появления на шахматной арене это было новое поколение, потому что я-то был там почти там единственном экземпляре. Там, Артур старше меня. Артур на сколько получается старше меня? На 3 года. Артур старше меня. Да, 60-го года Артур. Сережа Долмота 59-го. Вот. А это уже там 62-й, 63-й. Там, вот это можно считать не следующее поколение, но там временной разрыв какой-то определенный был. Ну, вот этот Кубок мира 89-го года, это как раз вот как бы последняя встреча вот уже нового идущего поколения моего со старой гвардией. Там Портиш, Корчной, Спасский. То есть это все вот это... Это такая последняя встреча на Эльбе была. После 8-го тура Эльвис лидировал. На полочках вас опережал. Да, Эльвис лидировал. У него было плюс 4. Там, потому что я там еще там где-то там ничьи. Я ничью со Спасским сделал точно. И с кем-то еще ничью сделал. У меня было плюс 3. У Карпова было плюс 2. А у Эльвиса было плюс 4. Осталось 7 туров. И Карпов финишировал блестящий 7 туров. Он набрал в 7 турах последних 5,5 очков. При этом он выиграл и у Эльвиса, и у меня выиграл.
Ну, на первое место не хватило, потому что я, хотя провел Карпу, я набрал 6 из 7. 6 из 7. Я просто выиграл все остальные партии. Вот, это был... Мгм. И вот у меня там после 8-го тура там началась такая серия. Интересно, у меня вообще, как бы я посмотрел, у меня серии, вот, меня хватало на 5 побед подряд. Вот, там, вообще 4,5 из 5, 5 из 5 набирал. Единственный раз, когда я перешагнул рубеж, это было в Вейконзе в 99 году. А так вот в те годы вот почему-то что-то происходило. Вот 5 выиграл, а дальше игра почему-то не идет. И вот получилось так несчастливо, что я как раз в Аскарпу после 5 побед. Значит, я выиграл Любович сначала, потом выиграл у Эльвиста, потом у Белявского в Грюнфельде. Грюнфельд ферзь Б3 был как раз тоже. Ферзь Б3 там Белявский там какой-то там редкую систему избрал, но там тоже я за доской разобрался, очень быстро считал, кстати, там как-то была довольно сложная комбинация, но сразу в голове складывался же. Ну, хорошо чувствовал себя, играл быстро. Потом выиграл вот Андерсона, там в Карлсбаде партию. Любимая позиция была. У Ульфа не было шансов, то есть очень хорошо. А потом у Шорта стрелянка была какая-то тоже с английской атакой. Ну, я когда сейчас смотрю на эти партии, думаю, все-таки насколько примитивно тогда мы это представляли себе. Вот. Ну, только это было все. Это был 88 год. Да. И у меня за 2 тура до конца, значит, у меня сколько там получается уже там, плюс 8. Я опережаю Карпова на 2 очка. Ну, вот несчастливо, что вот играть в следующем вот, туре с ним после 5 побед. Вот, и снова Грюнфельд был, он там применил, наш тоже слон Б7 он побил, он применил там новинку. Я уже за доской увидел правильное как бы решение, что надо было делать. Вот, но там не хватало, ну, вот просто, может, я со стороны черных играл. Вот. Да. Очередно. Хорошо. Нет, это слон G7, слон C4, C5. Мы очень быстро все сделали. Конь C6, рокировка. А нет, слон Е3, что я сделал? Слон Е3, рокировка, значит, слон G4. Наша тогда с Карповым табе была. Взял, значит, я. Взял, значит, ладья F1, король F1. Ферзь D6. Е5. Е5, ферзь D5. Слон F2, значит, ладья D8. Смотрю на эту позицию с другой стороны. Ферзь А4 пошел Карпов здесь. Я пошел Б6, он пошел ферзь С2 здесь. Важно было вызвать Б6 здесь. И я уже ход ладья С8 я еще увидел за доской. Вот. Ну, в общем, не хватило меня. Причем я тут много других вариантов считал, как бы. Я тут начал, как бы, ну, прокручивал в голове раз. Ну, после этого ход создается угроза ЦД и начинает загонять ферзя. А я очень плохо сыграл, и, в общем, и Карпов быстро... Ну, по-моему, идея, что он после ферзь C4, ферзь Е4, нет хода конь C6. Надо было для этого вызвать. А в чем угроза ЦД? Ну, слон. ЦД? Нет, ну как слон, тоже пешкой же брать. Слон как? Это же потеряется. Тут мы начинаем гоняться за это. Ну, логично. Все же у белых есть эта структура же, они слона держат. Там, вот, значит, просто вот этот вариант, который тоже в голове крутил, что у меня там чуть не с форсированным переходом в эндшпиль. Вот я много насчитал всего, но я сыграл неудачно. В общем, буквально через несколько ходов. Ну, позиция такая опасная. Да, если сразу ничего не сделал, черный все-таки у белых пешка лишняя. Слон там порезанный. Вот. И как-то он все там закрыл, и, в общем, быстро выиграл. Такая вот партия ужасная. Неприятно было. И неприятно, я чувствовал себя очень паршиво там. Вот. Уже перед последним туром я на очко Карпова опережаю. Я играю с Соколовым белыми, а Карпов черный со Спасским. Ну, такая ситуация, ну, с точки зрения там турнирной борьбы, значит, надо, в общем, аккуратно белыми там делать ничего, фиксировать первое место. Да. Я так не играю в шахматы. Ну, да. Хочется сыграть, Показать. полновесную партию. Ну, кроме того, думаю, что неужели Спасский проиграет белыми Карповым? Ну, так не может быть. Так не может быть. Может быть. Все может быть. Но я решил с Соколовым играть в шахматы. Надо по-настоящему сыграть. Значит, по нашим разработкам, там очень много мы смотрели. Так, там в английском начале C4, конь E4, значит, C5, E5, G8. Вот тут эти позиции мне всегда нравились, потому что тут начинается. Пешку отдали. Началась борьба большая. Конь B5. А6. Конь D6 шах. Значит, все теория была тогда. Взял D6, F6, слон E3.
конь Е7, слон Б6, Мгм. конь F5, да? Да. Конь F5. Тогда как бы всех практически били на D8. Мгм. Там раньше были компенсации у белых, вот, но только компенсация, да. Ну, ферзей зачем менять-то? Как бы вот. Значит, я тогда Мгм. перед матчем мы с Карповой пользу разработали ферзь C5, D6. Или ферзь D7. Не, D6 он пошел, да. D6. D6, ферзь А5. Вот. Ферзь куда он? На E7 пошел, да, ферзем? Да. На ферзь E7. Вот. Рокировку, да, я сделал здесь? Длинную, да. Длинную рокировку. 3:0. Да. Ну, слушай, я тут смотрел на позицию. Жизнь кипит. Значит. Ну, правда, у черных пешка лишняя. Вот. Но, с другой стороны, как бы кони сейчас начнем коней начнем сгонять. Вот. Ну, белых слон, тут блокада есть. Ну, жизнь, просто жизнь удалась. Как бы это мы... Потом, кстати, я еще выиграл у Белявского через пару лет в Ленаросе, когда в 91 году он тоже что-то решил со мной проверить, как он там чуть по-другому сыграл. Я смотрел на позицию всегда с таким, по-моему, ферзь D7 ходил Белявский. Да, ферзь D7 Белявский ферзь D7 ходил, но там я сразу F4 его начал гонять. Значит, коня, ферзь C6 не пустить. Ну, Соколов пошел к ферзь E7, 3:0, значит, что здесь? Он сделал рокировку. Значит, да. Погнали, да, коня там? F4, естественно, да. конь C6, Конь C6, ферзь А3. ферзь А3, да. Ферзь А3. Ну, вот тут как бы здесь примерно тут анализ и кончался. Мгм. Что ясно, что компенсация, ну, хорошо. Вот. Но Соколов еще прилично играл вот тогда. Ну, кажется, он был довольно так оптимистично настроен, потому что все-таки пешка есть, как бы здесь он Е5 пошел. Да. Он Е5 пошел. А коня или слон Д3. Не, вот G4 здесь. Нет, да, погнали. G4, G4, да. И теперь, пытаюсь понять. Ну, соответственно, наверное, пусть конь D4, конь D5 ходим. И там проблема будет с пешкой D6. А он и сыграл конь F4. Конь в D4. Да. Значит, Да, конь в да. D4. А мы конь D5, да. Мы конь D5, да, Да. значит, да. Ферзь D7. Ферзь F7. И ферзь, пошел. ферзь F7. Ферзь F7. И мы тут F5 ходим, наверное, да? Да, F5. Мы тут F5 ходим. Вот. Ну, такая широкая такая... Зажим игра. такой, да, здесь? Ну, здесь зажим, это висит, как бы, значит, здесь... ну, правда, у черных пока еще конь в центре стоит. Ну, ничего, как бы мы этого переживем. Вот. Потому что, на самом деле, что спешка делать здесь будет. Ну и кроме того, как-то фигуру есть. Поэтому, скорее всего, просто где G6 ходить, но это все откроется. Я пытаюсь понять, в какой момент, значит, там события в турнире начали немножко меняться. После дебюта там какой-то Каракан у Карпова со Спасским. И у черных просто, ну, безысходная позиция. Ну, отбиться, конечно, Карп отобьется, но просто безысходная позиция. Просто, ну, причем явно хуже у черных там. Никакой контр-игры, ничего нет. Вот, ну, слава богу, хорошо, сейчас поиграем нормально, значит, да, сейчас я собираюсь, как бы, вот, потому что, ну, такую же Спасский может проиграть. Ну, ладно. Ну, выиграть не выиграет, хотя, конечно, там, мне кажется, там рукой может довести до победы, потому что действительно очень пассивно был. Ну, можно было успокоиться. Значит, здесь G6 сразу. да. Ну, в общем, Соколов решил, что нам надо бороться как-то, пока еще, как говорится, все у него как-то стоит в центре. Вот. Ну, тогда игра открывается. Ладья G1, да? Да, Ладья G1. Ну, так интересно, вот как-то вот. Я вот это удовольствие получал, потому что это такая сложная игра. Вот интересно, как все крутится. Значит, да. Он бил на F, Да. GF. И G5. Да. Ну, естественно, значит, как бы черный пытается, вот, мы тут G5, сразу в атаку переходим. При том, что здесь все-таки риск у белых есть, потому что позиция-то, ну, обоюдоострая. Да. Сейчас как хорошо все говорит. Ну, так вот за доской я себя чувствовал, в этот момент чувствовал комфортабельно. Он сказал, король король H8 не H8, да. очень. Не очень. Ну, опять, естественный ход делает, бить страшно. Побьют, ферзь d6. То есть это сейчас хорошо с компьютером говорить, как надо играть. А тогда, в общем, не так просто было решение принять. Король H8, GF. Вот. Слон сейчас. Слон E6. Слон E6, да, слон E6, соответственно. Ферзь d6, да, наверное? Ферзь бьет d6. Слон бьет d5. CD. Ферзь бьет f6. Да. Ну, это такая интересная игра. Ферзь f6. Ферзь f6. Ладья Ладья f6, значит, брать коня нельзя, потому что шах там, значит. Вот. Король b1, да? Да. Король b1. И вот буквально где-то вот в этот момент, значит, я там смотрю на партию. Вот Карпова. Я что-то не верю глазам. Там Спасский там в этой позиции там подставляет ладью. И сдается сразу. Я так разозлился тогда просто еще, как бы, ну, понятно, что просто подставил ладью, но все равно это вот
Вот так обычно происходит, когда результат партии определяется заранее. Да? Я настолько просто... Я возвращаюсь к столику своему, думаю, как это, как-то надо себя в руки взять. Но потом решу, хорошо, не имеет значения, надо все равно партию доиграть, потому что чувствую, что интересная, опять, вкусная позиция. В общем, сумел полностью абстрагироваться и доигрывать партию начал свою. Конь куда там у него ушел здесь? Конь d8. Конь d8. Слон c5. Слон c5. Вот. Ну, конечно, естественно, пешку брать тут не надо. Два слона, мы же здесь не хотим. Вот. Но, тем не менее, здесь все-таки борьба же продолжается как-то. То есть, поэтому, если побить на d4, то тогда у черных все в порядке. Они там взяли коня d6 перевели. Но мы ходим слон c5, кстати, грозим ладья d4 пойти. Так, на всякий случай. Вот, да. Плюс там еще слон e7 грозим. Значит, ну, на коне f7 ладья d4. Ладья c8. Ладья c8, ну, он пошел. Да. Слон e7, да? Слон e7. Ладья куда там у него ходит? f7. Ладья f7. Мы на d6, да, идем? Слон d6 ходим. Слон разбушевался. Черных вот фигур. Вот на самом деле, я говорю, позиция-то очень темповая. Вот чуть-чуть не хватает, черных все в порядке, пока пешка лишняя. Но не успевают они. Вот король там в уголке, конь f3, значит, да? Что ему делать? Нет. Да, конь f3, ладья g3, e4. Да. Слон e2, да, наверное? Да. Слон e2. Ну, тут я уже понимаю, что нам ничем не рискуем. Ладья d7 пошел. Нет, ладья f6. Ладья f6 и слон f4, да, наверное? Да. Слон f4. Да. Ну, пешка сейчас отыгрывается. Слон сильный и d. Пешка d стремительным домкратом будет бежать вперед. Конь f7. Ладья g6. Ладья g6. Ладья g6. Слон f7. Ладья g6, да. И тут еще красиво слон f3, ладья g3. И тут очень слон e4. Слон e4. Слон e4. Так, красиво слоны тут доминируют. Вот. То есть, если сейчас ладья отходит, то слон f5. Еще на той куда-то уйти ладье. В общем, все начинает валиться. Он побил на e4, да? Фия Фия g, да. да. Фия g. Ну, теперь всего поровну. Только у белых выигранная позиция. Король g7 или король g7. Ну да, иначе просто конь f7, да, просто пешка d пойдет. Ладья e1. А вы тут ладья d4. Ладья d4, да. Ну, тоже самое, ладья d4. Да, ну, понятно уже. Это уж такое. Конь f7, ладья e4. Полусопротивление, да. Ладья e4. Ладья d8. Ладья e7, да, наверное? Ладья e7, да. Ладья d5, ладья b7, да? Да. Как бы дальше. Какое-то количество ходов сделал. осталось. Вот. Но вот так вот партия кончается, выиграл. Плюс 8. Конечно, немножко свербило, что же Карпов проиграл такую партию. Начали смотреть потом Грюнфельд мы. Хотя, я сказал, мы начали. Я, кстати, в Бельфоре был почти уверен, что я был один, кстати. В Бельфоре не было Никитина. Я в Бельфоре был сам себе предоставлен. Сам по себе, Да, я просто помню, потому что перед партией с Соколовым я вот это там в каком-то парке сидел, там вот, значит, думал, что делать, как играть. Это были мои собственные рассуждения. 2 секунды отвлечемся. Какая была тогда обстановка на турнирах? Общались, ужины совместно, вообще вот шахматисты тогда как? Или так? Нет. На самом деле, вот на Кубке мира была такая, я бы не сказал, но она дружеская, но такая профессиональная, очень корректная. Ну, были, кто-то дружил с кем-то. В целом, вот конфликтов таких вот не было. Но особенно, когда длинные турниры, я помню, в Рейкьявике вот мы играли, например. Значит, ну, там, здесь там 3-24 дня в Рейкьявике. Жизнь проходит. Вот там в Рейкьявике мы с Артуром много общались. Как бы, вот, ну, так уже связи какие-то с детских времен, со школы Ботвинника. Хорошие отношения были, да? Да, были хорошие очень отношения. Я помню, вот мы еще на школе Ботвинника этот момент был. Мне было 12 лет, ему было 15, наверное. Мы же в Дубне проводили занятия тогда. И я помню, что что-то случилось, то ли что-то в гостинице мы забыли. Вот, и, в общем, мы опоздали на поезд. Я очень дико расстроился, и Артур не сел на поезд, пока там что-то мама там должна была что-то взять. В общем, он со мной посидел. Ну, в общем, были хорошие отношения. Ну, была потом конкуренция, естественно, они говорили. Но все равно отношения сохранялись еще с того времени. И на Кубке мира мы
часто очень общались. Вот я помню, в Рейкьявике точно много, это 88-й, мы сейчас до турнира еще не дошли. Вот. А в Бельфоре тоже как бы общались. Обсуждение такого смысла жизни было иногда там с западными шахматистами. У меня с Наном, это, по-моему, еще было в Брюсселе, еще в Брюсселе по-моему, на вот это наша первая ассамблея гроссмейстерская в 1988 году, когда мы правила обсуждали Кубка мира, и там решался вопрос, вот, надо ли вводить дресс-код. А, уже тогда эти темы были, да? Нет, было. И вечная тема. И я туда стоял, естественно, за дресс-код, потому что, ну, старая школа. Ну, плюс вы с шортом там красиво поиграли. Это же это хоть корнями, значит, как бы тут еще вот в ту эпоху, когда как бы шахматы, значит, сцена, турнир, все как бы, ну, вот. И я там усвоил эти уроки, там, вот, Никитин всегда говорил, что сцена, ну, поэтому я практически всегда играл, ну, естественно, в пиджаке и костюме и галстуке. Вот. А попытка там, как бы, вот его, этот дресс-код провести, она наталкивалась на сопротивление. И там, вот с Наном был разговор, когда Нан начал объяснять, что как может быть дресс-код в свободном обществе. Говорит, там. Ну, просто, говорит, некоторые люди тут, как бы, не указывая на меня, тут, которые родились в несвободном мире, они не понимают, значит, как надо, что такое свобода, как ее надо уважать. Я, конечно, естественно, отвечаю, я говорю, никаких проблем нету. Свободный человек может играть в парке за $10. Да. Но если хочешь играть за $10 000, то надо все-таки уважать тех, как говорится, от кого это зависит. А это зрители, это престиж игры. Вот. Ну, все равно мы как бы не договорились. Надо сказать, что там что Нан, что там Спилмен, там они видят себя достаточно как бы в этом плане как свободные люди. Хотя какие-то там минимальные там было. По-моему, все-таки там совсем уж в майках на игру не приходили, но в целом как бы пробить дресс-код на тот момент... Дресс-код, кстати, на самом деле важнейшая вещь, которая до сих пор так и толком... Нет, для меня кажется, это совершенно очевидно, потому что профессионализация там, любого спорта, она должна идти там, параллельно с повышением престижа игры и соответственно, демонстрацией уважения к аудитории, потому что от размера аудитории, от ее как бы, благожелательности зависит и финансовое наполнение. Для меня это было совершенно очевидно тогда. У нас до сих пор эти вещи не связаны. А это все корнями уходит в тот там далекий 88-й год. Вот. После этого, после Бельфора, после второго турнира Кубка мира, дальше новое испытание, первенство СССР. Ну, там так называемый суперфинал. Значит, советское начальство решило, что нас все-таки надо провести действительно настоящий чемпионат СССР. То все играли, потому что такого турнира давно очень не было. Мы с Карповым играем. Все играют. Там молодой Вася Иванчук играл, Василий Васильевич там. Василий Васильевич. Да, тряхнул там стариной. Да. Ну, реально, просто все по списку там играли. А Михаил Нехимович там выбыл, да, по-моему? Но он не играл. А, он не играл, да? Он не играл. Он не играл, кстати, и Лев Абрамович уже не играл. Получилось так, что как-то они уже отошли. Ну, там и Гавриков, Маланюк играли, если там как бы это, опять, я говорю, новое поколение. Просто там Леня Юдасин играл. Халифман уж тогда играл. Халифман играл, да. Вот это уже... то есть я, наверное... Да, может быть, редкий случай, уже я был далеко не самый молодой. Получился турнир как бы вот этим соперничеством с Карповым, хотя почти до самого конца там активно в этой борьбе Салов участие принимал. Он тогда действительно был, как бы, я думаю, лучший год был, лучшие вот эти годы. Да, он все-таки третье место займет в Кубке мира. И в первенстве СССР, если я правильно помню, за сколько там туров до конца он лидировал. Я у него выиграл где-то ближе к концу вот, важнейшую партию. 17 туров. Да, было 17 туров. 17 туров. Вот, таких дистанций. Месяц. Ну, сейчас матч на первенство мира. Там, короче идет. С 12 до 14. 17 туров турнира, причем с доигрываниями, естественно. То есть, с выходными. Месяц почти. Да. Значит, это играли мы вот на Интерконтиненталь, как главная гостиница в Москве. Нет, гостиницы на Краснопресской набережной. Это Интерконтиненталь, Хаммеровский центр. Хаммеровский центр. Да, играли там. Но он тогда не был Интерконтиненталем, да?
Он тогда был, наверное. По-моему, все-таки назывался. По-моему, да, назывался Интерконтиненталь. Ну, просто на тот момент была, мне кажется, там еще это все-таки советское время. Главная гостиница в Москве, супер престижно все. И для максимального престижа главным судьей турнира сделали Ботвинник. Вот. А к этому моменту у меня уже с Михаилом Васильевичем начались серьезные проблемы, значит, на идеологической почве. Конечно, сейчас вспоминается, можно, конечно, все помягче было, но они уходят корнями в наши различия наших взглядов на советскую историю. У нас всегда эти разногласия были, но вот прорезались они вот в 87 году в Друскиненко. Потому что мы эту школу возобновили. Вот там как бы шла ротация молодых шахматистов. Вот, и 87 год, там как раз начались вот в советском обществе дебаты, значит, вообще обо всем. О роли Сталина, вот, к которым Ботвинник относился с пиететом. Ну, так с известной там долей, так как бы, ну, так, критики, но с пиететом все-таки относился. Вообще у него же как бы концепция была, что, значит, есть преимущество там, социалистического планирования. Они до сих пор не продемонстрированы, потому что нет компьютеров, которые могли бы просчитать, потому что капитализм, как Ботвинник, у него довольно такое примитивное было представление. Это такой хаос. Поэтому, значит, вот, чтобы победить этот хаос, он не любил хаос вообще, на самом деле. Все должно было быть вот, расписано, знаешь, вот по полочкам. А чтобы вот справиться с хаосом, нужно централизованное планирование. Но оно отстает, потому что люди не могут сделать. И как бы у него мысль была, что вот если машину правильно сделают, то тогда... Вот что хотел. Он все структурировать хотел, да? Абсолютно нет. Это вот такое представление о том, что вся жизнь может быть структурирована. Он так просто жил. Это вот, как бы система взглядов Ботвинника, она, в общем, она распространялась на все как бы, сферы жизни. И поэтому он очень болезненно воспринимал, когда вот начали появляться статьи, вот это 87 год уже там, а вот от Гаврила Харитоновича Попова, это от командной административной системы, а вот статьи вообще разоблачающие там сталинские, даже не только там вот внешний фон репрессий, а вообще в целом вообще саму репрессивную систему. Очень Михаил Васильевич болезненно на это все реагировал. И на одном из занятий, вот как раз, да, Друскиненко, это лето было. Последняя сессия, мне кажется, была. Там как раз Крамник появился. Мы сыграли первую партию в сеансе. Так-то, вот. Крамник тогда играл будапештский гамбит. Я выиграл партию. Хотя была партия не такая ясная. К сожалению, говорю, тексты этих партий все утеряны. Жалко очень. Вот. Жалко, да. Жалко, что как-то Игорь Ботвинник, когда-то у него они были, но пропали. Жалко, потому что там больше 60 партий, и практически все стали гроссмейстеры. И Ботвинник вдруг, он любил отвлекаться же всегда, Ботвинник, на занятиях, и там какие-то там предавался воспоминаниям, какие-то, говорил, важные для него вещи. При том, что, мне кажется, говорил, потому что он хотел считал, да, он поделиться хотел тоже. Вот. И на фоне вот всех этих там разоблачений он что-то начал говорить про Вторую мировую войну, и про роль товарища Сталина. Вот о том, я не знаю, с чем это было связано, там, с тем, что как она там, которое, может, планирование, как-то это было связано с демонстрацией. Я же не помню, кто показывал партии там. Я дернулся. Я говорю, Михаил Моисеевич, давайте не будем как бы посвящать детей в идеологические споры. Значит, я говорю, что это у меня другая, вы же знаете, точка зрения на роль товарища Сталина в Великой Отечественной войне. Ботвинник насупился. Ему тем не менее, как бы тогда все заиграли, потому что был очень недоволен. А потом так начали накапливаться вот эти там противоречия. И был такой заместитель председателя спорткомитета Гаврилин. Он был правой рукой Грамова, того самого Милиграмова, друга Горбачева. В тот момент они, конечно, обладали огромным влиянием, потому что источник твердой валюты был. Все-таки 88 год. Плюс там, значит, уже там Олимпиада же в Сеуле была. Откуда там просто там привезли там машины. Там, опять, по тем временам просто это был совершенно невероятный объем ресурсов, которыми они располагали. А Гаврилин отвечал за вот все вот эти финансовые вопросы и за шахматы.
Очень интересно, вот как бы. Он нам был с самого начала с Громовым, и он как раз фигурировал все матчи с Карповым наши. Появилась такая организация, по-моему, типа это не спортсервис, но, в общем, организация, которая должна была заниматься вот финансами. То есть они очень хорошо это делали. То есть как бы коммерциализация, да, а профессионализация, естественно, нет. И тогда уже у меня начинается как бы борьба с ними за профессионализацию. И я тогда помогал уже всем. И Славе Фетисову, они со Стариковым. Вот это будет 88-й год, 88-89 год. И баскетболистам, и Волков, Марчулёнис. Вот. Ну, просто там Фетисов уже не вспоминает об этом, естественно. А вот Марчулёнис помнит, что первые отъезды официальные, не бегство, как раз я тогда нашел какие-то обходные пути, там чуть ли не через детский фонд, как мы с ними работали, чтобы они могли уезжать по контрактам опять. Ну, 88-89 год, и у меня уже хватало влияния, как у чемпиона мира. Плюс там Яковлев был уже очень, практически вот там самым влиятельным. А он вам покровительствовал, да? Да. Ну, на самом деле, это идеологический вопрос. Он видел как бы вот развитие страны вот в определенном ключе, я к этому соответствовал. Поэтому у нас нормальные отношения были очень хорошие. Я даже тот момент, когда я, помню, сразу такие контакты установился в 85 году, когда вот я его побивал, потом я сказал, что он доложил Горбачеву, Горбачев сказал, пусть играет в шахматы. А я тогда написал очередную какую-то телегу, там жалобу, там, на что сделали что-то не то. Значит, я говорю, Александр Николаевич, вот посмотрите, вот я тут написал бумагу. Он что-то посмотрел так на нее. Ну, это хорошо. Ну, не злоупотребляйте прилагательными. Это хорошее слово, да. Злоупотребляйте прилагательными. Такой подход бюрократический, такой человек, я запомнил. Вот Гаврилин начал тогда кучивать Ботвинника. Значит, он понял, что, в общем, есть Михаил Васильевич как-то, ну, у него всегда было такое ощущение, что вот в жизни вот как-то какая-то несправедливость была. У Ботвинника было ощущение? Несправедливость. Он играл столько матчей на первенстве мира. Они там получали 1000 рублей там, настенные часы. Да. Вот он все время, значит, я помню, он страшно по этому поводу всегда, даже я не знаю, не возмущался, а как-то вот расстраивался. Как это Спасский сыграл с Фишером, проиграл и получил столько денег. Это тогда еще, там в Дубне было, все же тогда об этом говорили, мы тогда первые сессии школы, и он выступал перед учеными, и вот он постоянно к теме возвращался, что вообще вот есть такая несправедливость. И Гаврилин тогда, он, как говорится, вот у вас есть проект там какой-то компьютерный, вот мы тут сейчас поможем, тут денег их было. Там куда-то Игоря Ботвинника пристроили еще, то есть потому что к этому моменту уже профсоюзы перестали школу финансировать. И, значит, Ботвинник перешел под крыло спорткомитета. И они его аккуратно очень использовали. И вот в 1987 году, вот как раз когда его назначили, он еще согласился, главный судья чемпионата СССР. То, что там происходит в конце, как раз, это, я говорю, всегда любой конфликт имеет под собой более глубинную причину. Я даже помню, вот в начале турнира, когда, значит, собираются все участники, и там Ботвинник зачитывает правила, главный судья роль формальная, хотя мы уже знали, что там когда вот такие события, как там в 85 году, главному судье приходится что-то делать. Вот тогда Глигорич прогнулся. И я помню, он там зачитывает правила, формальность. И доходим до места, где, а если дележ, да? Как-то вот заиграли тему. А на самом деле там Никите, по-моему, говорит, а что в случае дележа? Разберемся. Вообще-то вопрос важный достаточно, потому что никакой вот системы вот в первенстве СССР не было. Первое место делили, но бывало по-разному. Например, в 1977 году поделили... В 78-м? Нет, в 1977 году поделили Гулько с Довкиным. В 1977 году. И тогда, спортивный председатель Павлов был, потом Никита рассказывал мне, что там он там узнавал. Тот был страшно недоволен, что 2 еврея. Поэтому сказал, пусть играют матч, чтобы хотя бы один остался. Но они-то его просто обманули. Они сделали, они 3-3 сыграли. А в 78-м там Тальцишковский. Потом матч не было. В 81-м мы с Левой Псахисом. И тоже матча не было. Кстати, тоже опять были проблемы. Например, в 81-м, я даже помню, там была 1 медаль на 2. Лева страшно расстроился, потому что мне дали а его забыли. 1 осталась там. А в 87-м
седьмом, по-моему, были Белявский с Саловым играли. Вот там был матч был. То есть было не очевидно. То ли надо играть в матч, то ли надо присуждать обоим, то ли, может, надо там, я не знаю, вообще пугальцы использовать, хотя, по-моему, никогда этого не делали. Давали всем. Вот вопрос подвес. Ну, никто как бы... Турнир длинный, а... Вначале об этом как-то не хочется думать. Не хочется думать, да. А в конце вопрос... Пришлось подумать. Я играл там хуже уже, чем я играл в Амстердаме и Бельфоре. Может быть, это давление. Все-таки такое Москва... Психологически был непросто. А Карпов, кстати, мотивирован был, но, тем не менее, я почему все равно там был впереди. Салов, правда, там вырвался. Во втором я Вася выиграл хорошую партию. Вот Давайте, да. Миниатюрка. Да, это миниатюрка была, значит, да. Конец 3,5. Да. Вася играл в темпе такой будет G3, значит, он B4. А я причем понял, когда мы сидим с Васей, все-таки Вася вообще там совсем молодой, значит, вот он там, хотя уже звезда, уже там вышел, понятно, причем понятно, что, конечно, уже большое будущее, и приехал со сбора с Карповым. Мы начинаем играть, вот, я играю, по чемпиону, значит, да, основательно, а Вася, и я смотрю, Карпов стоит. Я понимаю, я уже понял, что сейчас будет, потому что интерес Карпова к этой партии явно означал, что сейчас Вася будет проверять мою дебютную подготовку. Вот. Вася никогда до конца, мы обсуждали с Карповым, я сам хотел проверить. Хорошо, да. Ну, может, он его так обманул красиво? Не, они не что-то обманул, прикидывали, Е4, конь G5, Солнце 3, БЦ, ладья Е8, F3, Вася бьет Е, конь F3, я хожу D5, и хоть D5, вот. Здесь я применяю свою, значит, новинку, D4. Да. К этому они были готовы, в конце концов. Понятно, что я на что-то же рассчитываю. Значит, идея такая, немножко антипозиционная, потому что все поля отдают, но грозит слон G5. Значит, на самом деле, после ДЦ тут сейчас там тоже как бы ничего, позиция опасная, но вроде бы черные тоже держатся. Это такая теория. Значит, есть, кстати, ход H7-6 интересный, мы его смотрели тоже. Но самый напрашивающий ход конь Е4. Пустили коня. Ферзь c2, ДЦ. Это Вася сделал очень быстро. Вот. А вот здесь начинается вот как раз важный ход, вот то, что мы придумали, ладья b1. В общем, на самом деле я всю эту идею сам придумал, ладья b1, и выясняется, что у черных есть проблемы. То есть, потому что белые не должны торопиться с конь e5 ходом. Вот, ладья b1. Вот. И теперь надо решать, как развиваться дальше. Но напрашивается ход f5, конечно, сам естественно. Который он сделал, да. Достаточно быстро вот здесь. И здесь основная идея белых пойти g4. Выглядит немножко странно все это, но... потому что кажется, что у черных все нормально, но динамика позиции белых, вот я чувствовал, она работает. Тут Вася, в общем, впал в ступор, таки, в раздумье. Он сделал плохой ход ферзь Е7 здесь, если я не ошибаюсь. Правильно. Неудачный ход ферзь Е7, по-моему. Тем не менее, позиция... Трудный выбор написан. 46 минут продумал. Да. Он действительно... Он просчитался, значит. Лучше ход... FG конь Е5 очень опасная позиция была. FG конь Е5, вот это как раз основная идея была. Конь Е5, значит, надо брать на Е5. Да, может быть, еще, я не знаю, может пытаться качество отдавать здесь. Конем уходить, там надо на D6. Там конь D6, может быть, еще есть. Конь C6, BC, слон E6, такая возможность. Тоже у белых лучше. Потому что эта позиция просто, она совсем плохая. Конь G6, слон G6, а ферзь G6. И такое ощущение, что здесь черные могут не зажиться, потому что... это тяжелая позиция. Она может, грозит ладья b5, ладья h5, на самом деле. Вот, и может просто не успеть выйти фигурами просто. Вот, там ферзь d7, что ли, здесь? Да, правильно. Ферзь d7, и здесь какой-то ход как-то надо... Ладья b5. Ладья b5. Ладья b5. Ладья b5 все равно, ферзь b5, ладья f7. Ладья b5 все равно ходит. Вот. И ферзь e6 надо ходить, получается, да, здесь, наверное. Ферзь e6, ферзь h5. Ферзь h5, в общем... Да, правильно. Очень, да, это... тогда я очень был гордый, потому что это одна из наших лучших разработок была. Все-таки докомпьютерная эпоха. Это такое, что придумывали. Подготовка к матчу на первенство мира была. G4, значит, Вася сделал... надо было... Ферзь E7, ЖФ. Теперь после слона f5, слон f5, конь G5, тоже уходить слоном, размены, ладья b7. Там тяжелый эндж перед черных.
Ну, так надо было играть. Вообще. А Вася все-таки вот конь d6 сделал, здесь, как он потом сам рассказывал мне, он зевнул здесь. Ну, тут опять, кажется, во-первых, на секунду еще, может, что-то неплохо, но тут начинается атака молниеносно. Конь g5, ферзь бьет e2, Мгм. там шах на d5, да? Король h8 есть, ход, значит, размен. Мгм. Размен и слон f4. Да. То есть так вот на ровном месте белый тут атаку Попали. мотовую создает. Вот. Грозит взятие, конь f7. Он пошел здесь, Вася, конь d8 пошел. Да, конь d8. Конь d8, ну, конечно, когда такие ходы приходится делать совсем грустно. плюс Слон бьет всё-таки, d6, cd, И ладья b1. ладья b1. Все фигуры. Ну да, значит, ну, надо меняться. Да. Грозит мат, слон d7, теперь ладья e7, на слон d6 еще f6 ход. Так, чтобы совсем было приятно. Слон d5, ладья Команда не e8, волновалась, f7. Партия, конечно, так Миниатюра, вдохновила, да, да. такая? Значит, в третьем туре я с Мишей Гуревичем играл. Ну, Миша там, значит, перед партией. Ну, может быть, это самое, не будем. Тут все-таки друзья. Я говорю, нет, Миша, в шахматы играем. Он пытался со мной ничью сделать в Гринфельде. Ферзь b3, который он играл. Причем вариант он знал, он думал, что там как бы упрощается все. Ну, там маленькая инициатива у черных получилась, а потом как-то там, не справился с проблемами и довольно легко выиграл. У меня 2,5 из 3. В четвертом туре я с Соколовым играю снова. Снова c4, он пошел e5. На этот раз он пошел на g3, d5, вот систему. И снова по нашему анализу. И я просто там как бы пешка лишняя. Ну там какая-то черная инициатива есть. И я просто сразу подставляюсь на ровном месте. Потому что там, я говорю, это одна из наших разработок была. Соколов, он нашел какую-то контр-игру, но мне надо было пешку подставлять обратно. И у меня сразу стало хуже. Вот. Ну, я сделал ничью, как бы, но все равно был расстроен. И вот начинается такая Тягомотная так, полоса, да? полоса такая идет тягомотная. Там начинается вот какая-то куча с Гавриковым ничья, с Василием Васильевичем какая-то совсем неинтересная ничья. Вот, в общем, не складывается. Потом партия с Карповым будет. Да. Вот с Карповым, я помню, готовимся, значит, 7-й тур, все собирают, начальство собирается, приходят какие-то там, он даже там Лигачев приходил, ну, какой-то тогда Егор Кузьмич, тогда большой начальник, считался, идеологический оппонент Горбачева. Вот. Но я не помню, пришел на эту партию, ну, начальство какое-то приходило точно. Вот, потому что, Ну, скорее всего, на это. мы тогда решали вот с Никитиным, что делать. Ну, вроде в Гринфельде у нас там какие-то были идеи. Я говорю, слушай, а может сыграем вообще Немцовича, когда посмотрим, что Карпов хочет делать. И в целом, в общем, получилась партия, кстати, хорошая. Вот, в общем, помню, там вот дебют был c4 e6, конь c3, слон b4, Карпов, ферзь c2 пошел здесь. Что, значит, я на маркировку, значит, сделал. Почти уверенно, сейчас 3. Тогда было слон c3, ферзь c3. Сейчас я скажу. Нет, сейчас ферзь c3, b6, b6, e3. Е3, слон e3, b7. слон b7, да. b3. Вот. E3. Вот здесь пошел b3. Как. Начал здесь, да, как-то решил какую-то схему такую, коня держит на g1, чтобы где-то пусть конь e4, ну, я не знаю, там, где-то, может, белому удастся там f3 пойти, я не знаю. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, почему я сейчас смотрю, почему я не хотел конь e4, а потом f5. Очень странно вообще, потому что f3 там все равно шах на h4 есть. Не должно ничего получаться. Так вот, по весу. Очень странный ход b3. Можно было пойти. Ну, для чего-то он его держал, конечно. Но я решил сыграть как бы так по d5. Конь f3. Конь f3. Конь bd7. Конь bd7. Слон e2. Да? Да. dcb. c5. Рокировка. cd, да? Ну. Или ладья c8. Ладья c8, слон b2. cd, b5. Да. b5. c5. 6 А6. А6, А4, да. Вот такой момент был. Здесь я пошел конь d5, потом пошел b4. Да. Вот. И... Получил хуже позицию, кстати. Там было интересно. Я очень там хорошо там перегруппировался. Там казалось в какой-то момент, потому что Карпов меня прижал ход после А5. Я пошел конь d5, там ферзь куда-то там на d2 ушел, да, по-моему. Ферзь d2, b4.
Да. И он пошел опять. Опять. На самом деле позиция такая, она неприятная позиция у черных становится, но как-то я очень хорошо маневрировал там дальше. Ферзь c7, Да, ферзь c7, да, ферзь c7, ладья fc1, f1, ферзь f4, f4, да, ферзь слон f1, слон f1, ладья fd8, ладья d8. Да, ну, такая, как они, интересная партия, кстати, я смотрю сейчас на нее. Ну, пешка 6, конечно, немножко нервирует. Ладья fd8, брал на f4 здесь. да, побил на f4, Конь d2, да, ладья a4 и ладья a4. и a4. Пешку хочет забрать. Да, естественно, хочешь забрать. Конь d5, Так, да, конь конь d5, d5, конь d2, да, конь наверное. d2, Да, вот теперь конь-то идет на d6, на b6. Вот в этот момент он уже считал, что как бы сейчас... жаль. Оно, да, оно уже... И тут я как-то очень грамотно. Ладья c7, c7. конь c4, да? Ладья c7, ладья a1. Ладья 1. Ну пока там отошел. Да, ну, слон, там я слон 6... конь c4, я бы слон 6, слон b5 переводился бы тогда. Это тогда... Потому что мне надо их попробовать как-то с давлением с пешки a6 убрать. Ладья 1. Конь b8, Вот конь b8. Да. Начинается хождение конями туда. конь c4, Конь c4, слон c6. c6. А слон c6 это что? Мы защищаем. Как бы сам. Я хочу слон b5 пойти. Вот. Слон c6, конь d6. d6. Такая партия интересная. Конь d6, ладья c. Ладья c. Мы пешку защитили, чтобы теперь можно коня вывести будет. Я перегруппировался. Для меня такая необычная партия была. То есть, как бы, вроде бы у белых уже тут и конь на d6, все, но... В защите Да, все да, время. все, да, защита. f3. f3. Что такое ход f3? f3. Что-то вот я... Конь Что он e7. хочет? Да, конь e7. Конь e7. Да, значит, это... Так я по Карпову играл. Конями. Да. Теперь хочу пойти слон d5, второго коня на d6 поставить. На самом деле сейчас... Ладья c4. Ладья c4. Конь d5 Конь опять. d5. Пешка висит. Ладья c. Ну, все, повторили. Нет, так грозит теперь Всё, потенциально слон b5, а потом конь c6. На самом деле, это момент интересный. Я был очень доволен, потому что эти маневры для меня нетипичные были. Вот это, потому что такая игра, ну, Карпов научился тоже. Потому что я грожу пойти так, потом так пойти. И на самом деле... А потом этого коня начну выбивать отсюда. Потому что, в конце концов, слон тоже не играет у белых здесь. Вот. В общем, я был доволен, что там маневры там такие, слон c6, ладья a7, как даже там что-то там, Карповское, Петросяновское такое. Вот. Но ничья, тем не менее, надо же там выигрывать еще. И, потом с Молонюком ничья. Вот. И то есть, что там проходит? Там, сколько там получается туров? 10, 11, 12, 13, 14. Ну да, получается, после там 9 туров, я уже не помню, с кем я там еще ничего сделал, у меня +2 что-то там. Не то. Нет, ну как-то вообще даже как-то неудобно даже. И потом там серию все-таки сделал свою. Значит, я, не 5 из 5, 4 из 5 сделал. Как раз, помню, 9 туров с Эльвистом ничья. Молонюк и Эльвис. Да, вот это ничьи были. Причем с Молонюком, я помню, тогда вот мы готовились к партии, значит, тогда с Никитиным. И тогда тоже вот какие-то вещи, которые, значит, казались тогда революционными, потому что он играл на D4, играл вот эту голландскую, ленинградский вариант. Пришлось так сыграть, но я там получил чуть лучшую позицию, но там спустил перевес. А на E4 он играл в систему вот этот архангельский, вот со слон c5. Тогда это казалось тоже совершенно как-то вот, то есть революционно вообще. Так, нельзя говорить шахматы, но так вроде ничего не получалось сразу. А все-таки у меня же вот эти карповские матчи, они там дали определенную картину мира. Она тут немножко видоизменялась, потому что люди уже какие-то новые дебюты играли. А потом он начал выигрывать. С Юдачным, известно, мы с Юдачным сыграли 5 партий. Все партии я играл черными. Мы с ним играли партии 75-го года. Не играли? Играли. 75-го. Первый раз играли в Петергофе, вот в первенстве Спартака. Вот, в первенстве Спартака играли. Потом играли в 76 году в Тбилиси. Потом играли в 81 году в первенстве СССР. Потом играли вот в первенстве СССР вот в этом. А потом еще сыграли в командном в 95 году, по-моему. В Кубке Европы. 5 раз, 5 социалянок. Кончились одинаково. Я все черными. Я играл все партии черными. Я выиграл все партии. Все партии. Да, там нам достаточно легко. Я у него выиграл. Обыграли Харитонова. Потом ничья с Белявским. Вот, потом была ничья с Белявским, потом выиграл Смирин, да. потом выиграл у Юдасина, и потом выиграл у Савова. Да. Партия со Смириным, там просто комбинация красивая. Так, на самом деле, как бы партия, она
партия неплохая, вот, в целом, но главное, конечно, комбинация. Ну, можно просто, да, потому что красиво была концовка, как конь c3. Ну, он играл староиндийскую, конь f3, ну, значит, слон e5, да, рокировка, значит, регулярно играл в Ну, я сам играл в староиндийскую тогда. У меня были с Гавриковым проблемы, кстати, вот в этом дебюте, в этом турнире, в пятом туре. Так, значит, конь d2 я пошел здесь. Да, Конь d2, опять a3. Конь d7. Конь d7, ладья b1. f5, b4, да? Да, f5, b4, b6. Ну, b6, плохой ход b6. Да, был, странно. Да, плохой. Ну, тут по-разному можно играть было. Что я пошел, f3 пошел. Да, f3, f4. f3, f4. Конь a4. Я не уверен, что это лучший ход здесь, как бы, ну, конь a4. АБ, АБ. АБ, значит, G5. 5. Надвигаемся сейчас на c5. ласку. c5, да? Да, конь f6. Все вроде F6. по науке. CD, CD. b5. b5. Тем не менее, значит, как бы, если он защищает слон d7, Да. конь c4, конь c8. Я немножко упустил эту возможность. Он так удачно защитился здесь. Вот. А теперь тут, я помню, начал впадать в ужас, потому что, конечно, хорошо, но сейчас начнет двигаться здесь. Староиндийская. Что там? Вот. Слон d2 я пошел. Слон a3, конь e8. Слон Да. конь e8. Слон Конь e8, да. Слон Мы конь e8, просто да, я его отбросил до конца уже, если смотрю, значит, да. И здесь я пошел g4. И здесь G4, да. Взял, и он сам пошел g4. Да. g4, да, и назад. И да. вот теперь слон c1. Слон Да. c1, да, значит, надо возвращаться. G, слон f3. f3, да. Конь f6 назад. Слон g5, да? Слон g5, да. Слон g5, да, здесь. Слон g5. Ну, по крайней мере, здесь пытаемся... Значит, такая сложная игра очень, но я уже начал, как говорится, чувствовать себя увереннее, потому что все-таки сейчас атаки здесь не будет. Вот, а тут все-таки мы немножко прижали. Хотя немножко меня смущало это вот, то, что висит там конь как-то. Что он тут пошел? Ладья a7. Ладья А7, ладья Б4, да, наверное, пошел? Ладья f2. Ладья F2. Ну, так, на всякий случай. Наверное, слон H3 защищаемся. Слон Ладья Е, b7. ладья Б7, ну, и в коня. Тут, Освободить, да? Угу. Ладья b3. Ладья Б3. Ну, начинаем подготовиться. Он что-то ладья a7 опять Ладья А7. завертелся. На коня напал. Ладья Б4. Ладья b1 опять. Что-то. Ладья b7. Ну это, видимо, повторили, да. Бла-бла-бла. В общем, ладья b4 в итоге. Да. При ладье на a7, да? Кстати, да. Мгм. Да, но я, естественно, конечно, никаких ничего же не делаю. Да, здесь король h8. Хорошо. Слон G2. Ферзь f1. А ферзь F1. Вот, начинается, значит, да, и тут он забирает пешку, да. Ага. Здесь самое интересное, ладья B5. Ладья b5. Ладья a4. Слон G2, да? Да. Слон G2. h6. 6, Слон h4. 4, Ферзь e8. ферзь D8. Напал. Ну, и тут оно и... Ну, тут я был, конечно, Да. я слон F6. Да. Да, Ладья ну, f6. я все уже видел, это ладья F6, ферзь B5, Ферзь b5. Ладья e6. ладья E6, ладья C4. Не, он король g8 сыграл, видимо. Ладья C4, ферзь D7. Говорит, ферзь Да. D7. Да, пока просто взять ферзь D7, значит, там просто я мотую. Да. Надо пойти король G8, да. Вот тут моменты, когда здесь он чувствовал, что все, атака зашла в тупик белая. Значит, потому что, а куда все сейчас? Конь висит, все здесь, поле закрыли. Слон немножко далеко стоит. Немножко далеко стоит. Значит, я пошел слон H3, да? Слон h3. Слон H3. Ферзь C5 шаг, да? Или Не, ладья ладья C4. Ну, здесь как главное, ладья Ладья B6. Ну, вот это такой ход. Потому что после ферзь C5, король H1, ладья C1, белый дает мат со связанным ферзем. Мат со связанным ферзем. Да. Значит, тут ладья H6, я с таким удовольствием ход сделал. Все, значит, Слон h6. слон H6. Ну, а дальше просто мат. Белые серию шахов выдают. И Да, слон. ферзь Король h8 он сыграл, и ферзь ферзь f6. F6, король H7, ферзь F7. Все, это дальше он сдался. Ну да, естественно, Да. мат просто ставится. Да. Ферзь со слоном ставит мат. Потом партия с салом была. Как раз к этому моменту мы, по-моему, лидировали с Саловым. Карпов отставал чуть-чуть. С Саловым такая партия была, такая тягомотина. Ничего я не получил. Причем ощущение, что Салов тоже черными там где-то на перехват играл. Но в итоге, в общем, мне удалось его
переходить. И он, по-моему, отложили партию, но уже выиграно был. И я, значит, вырываюсь вперед. Вот первый раз у меня, значит, у меня плюс, сколько там, 6 получается. У Карпова, +5. наверное, плюс 5, да, потому что плюс 5. У Салова, соответственно, плюс 4. Салов уже, значит, Карпов тоже, по-моему, выиграл тогда, значит, у него, потому что он там как бы по заказу выиграл Гавриков военных, Гаврикова и Молонюка. Так вот, 2 заказные партии. В 15-м я играл с Халифманом, вот английская атака, и вот тогда у меня впервые начинаются проблемы. Вот, то, что я начинаю понимать, что представления о жизни там старые, как бы, они могут там не сложиться, потому что у меня было глубокое убеждение, что, ну, как это, если я играю с атаку Керриса, вот, а что белый ходит F3, а потом G4. То же самое, только все оказалось не так просто. И, хотя, ну, там, проблему я решил, там очень сложная позиция, в итоге получилась ничья. С Рафиком такая партия была, страннийская, он, по-моему, белым чуть хуже получил, но тоже ничья. И вот Карпов выигрывает, и перед последним туром у нас поровну очков. Я играю белым с Энгордом, а Карпов играет черным с Эльвистом. Ну, я думаю, Эльвиста не выиграет, но с Энгордом надо как-то бороться. Ну, вот бывает так, вот партия не складывается. Просто не складывается. Я помню, у нас какой-то был, какой-то получился у нас тут... ну да, какой-то... А кто какими? Я играл белыми, да, белыми. Конь BD7. Значит, я здесь решил сыграть, значит, Карлсбад. Я пошел слону, на F4 пошел слону. И он сделал ход конь B6. Ну, надо было, конечно, может быть, сюда пойти слоном, все-таки нормально. Вот. И он пошел конь B6. В общем, все очень быстро кончилось. Потом слон на F5 он вывел. В общем, буквально там ничего сделал. Очень расстроился. Так. Карпов Эльвис смотрел партию, как там будет. Ну, Ян. Крепко. Ян крепок был. Партия кончилась в ничью. И разделили на первое место. А как Михаил Моисеевич там, какое принял решение? Так вот, Михаил Моисеевич вдруг тоже обнаружил, что надо какое-то решение принимать. А если следовать аналогии, как говорится, предыдущего года, Белявский-Салов, тогда как раз был матч. Ну, опять, правил точных не было. Карпов вообще ничего не хотел играть. Естественно, никаких матчей не хотел играть. Ну, я тоже не могу, конечно, горел желанием, но вообще, может, вообще правила надо какие-то соблюдать. Вот там, я помню, на закрытии турнира, я говорю, подождите, вот у нас же тут только что люди играли матч, почему вот здесь все зависло в воздухе? Заигрывали тему как могли просто. Присудили обоим победу. Я был, ну, даже не тем, что для меня это не так было принципиально, но сама сама процедура вообще. И Михаил Моисеевич у себя, ну, я понимаю, он там уже был зависим, как бы. Но я очень разозлился. Да. Ну, он просто тоже разозлился, что как бы, что его, ну, знаешь, ответ на какую-то несправедливость, которую ты сам допускаешь, это такая агрессия. Он же понимал, что он, в общем, оказался в странном положении. При том, что именно Ботвинник, человек, который там вот всегда правила, там, структурирование, значит, все до последней детали. Вот на вот этой финальной пресс-конференции, я помню, когда просто вышли из зала, потому что Ботвинник там что-то пытался мямлить. Нетипичная для него была ситуация. Тоже добавило ваши отношения. Такое, ну, после этого они уже отношения закончились после этого, да. Такому по взаимному согласию, потому что он явно себя чувствовал дискомфортно, обиженный, что что-то я от него наезжаю, как бы. А я, ну, молодой, горячий был, что такое, что так себя можно вести. Жалко, конечно, сейчас уже много лет прошло. Заиграли тему, кончился турнир, прошли, как говорится, крутим дальше колесо.